структуре Министерства обороны США есть уникальное научное подразделение DARPA – Агентство передовых оборонных исследовательских проектов. Работающих здесь ученых называют темными гениями Пентагона, а само агентство – главной кузницей революционных инноваций. Обладая огромным финансированием, агентство способно поддержать любой проект, даже если он кажется сошедшим со страниц фантастического романа. Агентство DARPA было основано в 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. Его штат насчитывает около 240 сотрудников, каждый из которых работает в составе своей небольшой команды и занимается одной из перспективных проблем. Отдельные проекты DARPA, как правило, финансируются в объеме от 10 до 40 миллионов долларов. Их реализация рассчитана в среднем на 2-3 года. К работе могут привлекаться до 10 организаций-подрядчиков и пару университетов. Примерно 5% исследований являются совершенно секретными. Информация об остальных размещается на сайте агентства с тем, чтобы ученые могли ознакомиться с их тематикой и предложить свои услуги. В 2011 году агентство объявило об открытии нового подразделения – Управление по развитию биотехнологий. Его задача – поставить биологию на службу национальной безопасности, вплоть до создания искусственных солдат-киборгов. Так что же это за странное и загадочное учреждение, бюджеты и планы которого не раскрываются широкой общественности? Именно об этом сегодняшнее видео. Но самое зловещее начинается тогда, когда мы исследуем проект по подключению человеческого разума к компьютеру или воздействию на него. В теневых коридорах экспериментов холодной войны произошло открытие, которое размыло границы между наукой и научной фантастикой. Исследователи представили технологию прямой передачи звуков в мозг человека с использованием модулированных микроволновых частот, без внешних динамиков и видимых устройств. Это было откровение, которое говорило не только о потенциале технологии, но и о ее леденящих душу последствиях. В основе этого прорыва лежала загадочная инициатива правительства США под названием «Проект Пандора». В 50-х и 60-х годах посольство США в Москве оказалось под постоянным воздействием низкоинтенсивных микроволновых лучей, намеренно направленных Советским Союзом. Цель неизвестна, но последствия намекали на манипуляцию поведением. DARPA запустила проект Пандора в 1965 году, чтобы раскрыть влияние микроволнового излучения на человеческое сознание. Открытия были столь же глубокими, сколь и тревожными. Потенциальные возможности использования этой технологии поражают воображение. Одним из выдающихся открытий проекта стал микроволновой слуховой эффект или эффект Фрея, названный в честь доктора Алана Фрея. Исследователи обнаружили, что микроволны могут вызывать слуховые ощущения голоса в голове путем прямой стимуляции мозга. В эпохальном эксперименте доктор Джозеф Кей Шарп передавал слова в свой собственный разум, используя эту технологию, проложив путь к тому, что сейчас известно как коммуникация голос-череп. Итак, что мы получаем в ходе использования этой технологии? Во-первых, это скрытая коммуникация, то есть отправка секретных сообщений непосредственно в разум человека без обнаружения. Во-вторых, бомбардировка врагов дезориентирующими голосами с целью дестабилизации их психики. И, наконец, влияние на мысли и эмоции с помощью направленных микроволновых сигналов. Вы думаете, это все, чем занимается агентство DARPA? Как бы не так. Вот вам еще один проект этой организации. Он получил название «Биодизайн». Его цель – создать живые и способные дышать существа. Предполагается, что такие организмы станут полностью подчиняться своим хозяевам и смогут жить практически вечно, если только не будет принято решение, что им пора на покой. По заявлению руководителей DARPA, в проекте задействованы последние достижения биотехнологий.
подчеркивается, что клетки искусственного организма будут обладать сопротивляемостью процессам старения и смерти. Подобными свойствами обладают раковые клетки. Информация о создателях существа будет записана в его ДНК, благодаря чему ученые надеются избежать перехвата организмов противником. На случай, если существо выйдет из-под контроля, DARPA немедленно предусмотрела клеточный выключатель, действие которого приведет к немедленному устранению организма. Правда, каким образом это планируется реализовать, пока неизвестно. Чтобы проект «Биодизайн» увенчался успехом, DARPA намерена вложить $20 миллионов в развитие синтетической биологии и $7,5 миллионов в исследования по анализу изменения геномов. Таким образом, в то время как одни заявляли о развитии пси-технологий и генной инженерии посредством внедрения в мозг человека машинных интерфейсов, как то, что улучшит якобы здоровье человека, в DARPA полагали использовать эти технологии для тех целей, которые описаны в антиутопиях для контроля над сознанием. Не является исключением и ИМТ, которые сначала рекламировались как способ повысить телесные функции ветеранов с повреждениями нервной системы или посттравматическим стрессовым расстройством и позволить инвалидам контролировать передовые технопротезы. Хотя они действительно добились крупных медицинских достижений, руководство DARPA ясно дало понять, что они не видят разницы между медицинским использованием технологий и использованием их для осуществления почти полного контроля над человеком, направляя его мысли и даже движения. Такое резкое признание со стороны руководства DARPA делает целесообразным изучение состояния их текущих программ интерфейса мозг-машина, а также их истинные цели. Например, одна из целей программы нейрохирургической нейротехнологии нового поколения DARPA N3 заключается в использовании неинвазивных или минимально инвазивных интерфейсов мозг-компьютер для чтения и записи непосредственно в мозг. Согласно одному из докладов о программе DARPA N3, один из примеров минимально инвазивных технологий будет включать в себя определенную инъекцию, несущую светочувствительные датчики или другие химические, биотехнологические или самосборные наноботы, которые могут достигать отдельных нейронов и контролировать их активность, независимо, не повреждая чувствительные ткани. Предлагаемое использование этих технологий еще не вполне определено, но, как показали эксперименты на животных, управление активностью отдельных нейронов в нескольких точках достаточно для программирования искусственных воспоминаний страха, желания и переживаний непосредственно в мозг. Хотя предполагаемая цель N3 связана с созданием управляемого мыслью оружия, которое реагирует и стреляет посредством мысленных команд солдата, тот факт, что эта технология также несет двойственные цели, открывая тревожную возможность того, что в дальнейшем будут предприняты усилия по контролю и программированию сознания и чувственного восприятия солдат, а не наоборот. Это может быть глобальнее тех планов, которые DARPA публично озвучила. Начиная с официальных военных документов, они открыто заявили, что конечная цель Пентагона состоит в том, чтобы по существу заменить человеческие истребители сетевыми роботами, наделенными искусственным интеллектом, которые будут как проектировать, так и проводить операции против целей, выбранных системами искусственного интеллекта. В этой оружейной системе не столь отдаленного будущего, похоже, мало места для людей, даже для тех, кто способен контролировать оружие своим разумом, предполагая, что футуристические военные планировщики рассматривают солдат с таким устройством как оружие, которое также будет подключено к той же самой управляемой искусственным интеллектом системе. Стоит также отметить, что DARPA пытается создать искусственный человеческий мозг с 2013 года. Еще в 2016 году господин Башар Джафари, чрезвычайный и полномочный посол Сирии в ООН, сделал шокирующее заявление о том, что США используют в Сирии генетически модифицированных солдат. Еще несколько десятилетий назад тема генных модификаций многим казалась научной фантастикой, как и тема микроэлектронных устройств, интегрируемых в тело. Однако сегодня работы в этой области настолько близки к технологическому прорыву, что такие организации, как DARPA, уже начинают постепенно готовить мир к восприятию новой реальности. В рамках этого компания DARPA, несмотря на секретность, пригласила в свои лаборатории писателя-фантаста Саймона Конвея и показала некоторые из своих достижений, разрешив написать об увиденном. Как оказалось, до армии из генетически модифицированных людей совсем уже недалеко.
Так DARPA предоставила грант в размере $40 миллионов Калифорнийским и Пенсильванским университетам для разработки имплантов, контролирующих память, а Институт доклинических исследований Техасского университета работает по программе DARPA над средствами выживания при значительной потере крови. Институтов, университетов и биологических лабораторий в США много, и каждая работает на выделенном ей участке. Как мы знаем, идеей единого мирового правительства номер один является полный контроль человека, его разума и его тела. Конечно, напрямую об этом нигде не сообщается, но вполне достаточно их официальных планов до 2030 года, таких как нашумевшее «Детство 2030». Но давайте с вами также обратимся к кинематографу, в который они встраивают, фактически добавляют без препарирования именно те идеи, которые хотят воплотить в жизнь. Итак, фильм «Геймер» 2009 года. Идея фильма заключается в введении в тело человека специфических наночастиц, которыми вполне могут быть частицы графена, который сейчас применяется много где. Кстати, в комментариях напишите, где именно. Эти частицы цепляются к нейронам и блокируют их сигнал, передавая вместо них как бы свой сигнал, замещая нейроны. В конечном итоге накачанный наночастицами человек становится как бы дистанционно управляемым биороботом, которым рулят какие-то богатые игроки, если исходить из сценария фильма. Сюжет довольно безумный с точки зрения существующих известных публике технологий. Однако, ударившись в научные труды по графену, конспирологи накопали одну очень неожиданную публикацию. Исследователи из компании Graphene Flagship в сотрудничестве с многими партнерами и медицинской школой Рибейран Прету Университета Сан-Паулу в модельном исследовании обнаружили, что оксид графена подавляет поведение, связанное с тревогой. Они обнаружили, что введение оксида графена в определенную область мозга заставляет замолчать нейроны, которые ответственны за тревожное поведение. Ученые использовали обычную модель поведения животных, которую описывают следующим образом. В известном классическом мультфильме «Том и Джерри» Джерри живет в дыре в стене небольшой комнаты, где чувствует себя защищенным и в безопасности. Обычно мышь исследует комнату свободно и без забот. Но когда мышь нюхает кошку, она убегает обратно в нору, поскольку знает, что только там безопасно. Это очень сильное защитное поведение и основа реакции «бей или беги», которая свойственна большинству животных. Мышь надолго запоминает такое свое поведение и при малейшем шорохе убегает обратно в нору, даже по прошествии недель встречи с кошкой, даже после того, как малейший запах кошки исчез. Однако, применив точечное введение оксида графена, исследователи получили удивительные результаты. Через 2 дня после инъекции в определенную область мозга мыши она вела себя как другие мыши, которые никогда не ощущали запах кошки в своей домашней среде. Другими словами, оксид графена подавлял тревожное поведение мышей, как объясняет Лаура Балерини, ведущий автор статьи и профессор физиологии из компании Graphene Flagship. Оксид графена взаимодействует с частью мозга, ответственной за формирование воспоминаний, связанных со страхом, которые и вызывают беспокойство. Он не действует как лекарство, подавляя функцию каких-то выборочных рецепторов, как действуют, например, другие лекарства. Вместо этого графен временно останавливает весь механизм формирования воспоминаний на достаточно долгое время, чтобы разрушить связанную со страхом патологию мозга, не повреждая клеток, как и объясняет Лаура Балерини. Оксид графена прерывает нейронные связи, связанные с тревогой, не затрагивая нейроны или окружающие клетки. Проще говоря, он только отключает связь между определенными нейронами. При заболевании, во время которого эти коммуникации чрезмерно выражены, например, при посттравматическом стрессе и тревоге, нацеливание на синапсы оксидом графена достаточно, чтобы остановить развитие этого патологического поведения. Это разновидность точной медицины. Оксид графена естественным образом удаляется через несколько дней, так как окружающие ткани переваривают материал. Балерини говорит, что через 2 дня они не наблюдали никакого воспаления и вообще не осталось следов оксида графена. Затем она и ее коллеги попытаются объединить поведение оксида графена
в отношении нацеливания на синапсы с его способностью прикрепляться к молекулам носителя для доставки лекарств. Серж Пика, заместитель руководителя пакета работ по биомедицинским технологиям Graphene Flagship, комментирует: эта работа представляет собой еще одну прекрасную демонстрацию терапевтического потенциала графена, используемого отдельно или в составе медицинского устройства. Таким образом, экспериментально показано, что графен сам по себе без превращения в какие-то наноструктуры имеет тропизм, то есть хорошую прикрепляемость к нервной ткани, и хорошо там накапливается. А после того, как его концентрация в нейросети становится достаточной, он начинает блокировать механизм формирования памяти, переписывая ее настолько, что мышь потом никак не реагирует на кота. Отсюда делается предположение, что, может быть, этот графен смогут добавлять куда-то для снятия каких-то негативных воспоминаний в масштабе всей планеты? Друзья, вы, конечно же, должны понимать, что это лишь теория, ничего больше. А теперь, чтобы перейти от фантастического фильма к более реальным вещам, давайте поговорим о таком направлении, как оптогенетика. Как вы думали раньше, дистанционное управление человеческим мозгом – фраза уже не из фантастических фильмов, а из прогнозов в сфере оптогенетики, новой междисциплинарной области, в которой работают биотехнологи, нейрофизиологи, физики и оптические инженеры. Сегодняшние инновации в биотехнике обязаны методике, которая зародилась в 2005 году. Оптогенетика – это методика изучения мозга, которая основана на облучении нервных клеток светом. Происходит это так. Сначала на мембране нейронов, которые планируется исследовать, формируются искусственные каналы. Для этого методом вирусной доставки в организм высаживается ген на основе родопсина водорослей, который кодирует светочувствительный белок в этом типе клеток. А дальше этот белок работает переключателем. При помощи него светом можно либо запустить, либо затормозить реакцию, за которую отвечают эти нейроны. К нужной части мозга подводится или имплантируется оптоволоконно, передающее свет от источника. Впервые вызвать возбуждение определенного типа нервных клеток, облучая их светом и никак не возмущая работу других нейронов, удалось 16 лет назад группе исследователей Стэнфордского университета под руководством Карла Диссерота. Возможность такого локального и селективного воздействия произвела революцию в исследованиях нервной системы. С тех пор ученые научились лазером снимать у мышей стресс. Ранее электрическая стимуляция тех же участков мозга позволяла вызвать только тревогу или агрессию, управлять болью, создавать даже ложную память. Об этом рассказывалось в совместном проекте ProScience. Также удалось формировать условные рефлексы, даже заставлять мышку при помощи света бегать по кругу и выявлять причинно-следственные связи в поведении животных. Группе ученых из медицинского центра Wake Forest Baptist под руководством Евгения Будыгина при помощи оптогенетики удалось понять некоторые механизмы работы дофамина, благодаря которым можно ослабить алкогольную зависимость. И это, конечно, хорошая новость. Так что, как видите, друзья, все научные предпосылки для того, чтобы как-то попытаться воздействовать на мозг человека, имеются. Вопрос в том, у кого в руках находятся результаты этих разработок, а также и тот вопрос, применяются ли они как-то сейчас в нашей жизни. Об этом напишите в комментариях. Также поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось и заставило задуматься. Поделитесь им со своими единомышленниками и, конечно же, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!